Дорогие друзья, я приветствую вас из Финляндии. Благодарю всех за интерес к моему каналу. Особое спасибо за лайки и комментарии. И, конечно, отдельное спасибо моим постоянным зрителям за поддержку. Спасибо, друзья. Сегодня я подготовила небольшую нарезку новостей, точнее, самые обсуждаемые новости Финляндии. Кому интересно, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобнее. Я здесь провожу испытания новых девайсов, поэтому если видео получится не особенно четким, пожалуйста, не ругайтесь, не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. В СМИ давно мелькают заголовки «наркотики», «эпидемия», «тревога». Я не особенно обращала на это внимание, потому что проблема эта не новая. Но когда появились советы полицейских, как вести себя с человеком, находящимся под веществами, то мне пришлось вникнуть в тему. В Финляндии наркотиком номер один стал пелку. В русскоязычной среде у любимого дитяти много имен. Флакка, пялька, альфа, иногда зомби-драг. По сравнению с этой дрянью, травка или кокс – это просто шутки детдомовца. Пялька – это настоящее адское зелье. Синтетический стимулятор из группы катинонов появился на черном рынке примерно в начале 2010-х годов и быстро получил дурную славу. Он стимулирует центральную нервную систему, вызывая мощный прилив энергии и эйфории. Зависимость развивается в считанные дни. Даже после одной дозы может развиться острый психоз с бредом и галлюцинациями, который может длиться неделями. Дозировка крайне чувствительна, чуть больше обычного, и уже вошел в пике. Человек гиперактивный, не спит, не ест, пребывает в искаженной реальности, часто считает, что на него нападают или за ним следят. При сильном возбуждении мозг перестает реагировать на боль. Люди могут получать тяжелые травмы и даже не замечать их. В психозе человек может нападать на прохожих, бегать где-нибудь на крыше многоэтажки с ножом, бросаться на автомобили или бежать нагишом по улице, думая, что спасается от преследования. Реакция на вещество сильно различается даже при одинаковых дозах. Кто-то просто сидит на месте, а у кого-то буйный психоз. Сами потребители боятся этого зелья, потому что небольшое отклонение в дозе, и у тебя передоз. Более того, потребители не всегда знают, что покупают. Под видом более дорогого вещества могут продать пяльку. В Финляндии в последние годы резкий рост госпитализации с тяжелым психозом и агрессией, включая нападения сотрудников скорой и полиции. Причем агрессия часто вызвана их собственным страхом. Эту дурь считают одним из самых непредсказуемых и опасных стимуляторов современности. На графике виден рост потребления пяльки в 4 крупнейших городах Финляндии. Это типа улучшенный киндер-сюрприз, 4 в одном. Агрессия, отсутствие боли, паранойя и физическая выносливость. Поэтому пяльку называют также зомби-драгом. Но что делать, если вы столкнулись с таким человеком на улице, в автобусе или у себя в подъезде? Пройти мимо и не реагировать – это может спровоцировать агрессию. Полиция и специалисты по работе с зависимыми дают четкие рекомендации. Главное правило – никогда не вступайте в спор и не вступайте в физический контакт с ним. Человек в психозе может воспринять любую попытку помощи как угрозу. Держитесь на безопасной дистанции, минимум 3-4 метра. Не делайте резких движений. Говорите спокойным, ровным голосом. И, конечно, немедленно звоните по номеру 112. Присмотрите путь для отступления. Отступая, не поворачивайтесь к зависимому спиной. Соблюдайте зрительный контакт, пока не отойдете на безопасное расстояние. И никогда не оставляйте детей рядом с зависимым, даже если это знакомый человек. Возникает вопрос, почему именно Финляндия оказалась настолько уязвима перед этой заразой? Во-первых, Финляндия – это географический тупик, поэтому всякие коксы и герычи здесь дороги из-за логистики. А пялька производится уже не только в Азии и в Европе, но даже в Финляндии в жилых домах.
Пересылку через почтовые автоматы трудно отследить. Во-вторых, цена грамма пяльки дешевле прочих веществ, а эффект мощнее. Самое то для желающих дешево и сердито. В-третьих, пяльку можно употреблять различными способами. Курить, нюхать, колоть, глотать, даже прикладывать на слизистую рта. Но самое страшное, ее можно парить через обычную электронную сигарету, и это привлекает новых пользователей. Чем больше способов употребления, тем выше интерес. Растет спрос, растет предложение. И в итоге это влияет даже на цену. Отдельная опасность – это подпольные лаборатории. В Финляндии варили зелье прямо в квартирах. А так как применяются опасные легковоспламеняющиеся химикаты, они могут вызвать взрыв или отравление. Поэтому, если вы чувствуете резкий запах, похожий на кошачью мочу, видите частых посетителей в соседской квартире или во дворе, это повод обратиться с сигналом в полицию. В этом деле лучше передеть, чем недобдеть. Опубликован новый шанхайский рейтинг 1000 лучших университетов мира. В списке определенно доминируют вузы США и Великобритании. У США в первой сотне 37 учебных заведений, у Китая 15. Французские университеты заняли 4 места в первой сотне. Университет Париж-Сакле занял 13 место. Сорбонна опустилась на 2 позиции и заняла 43 место в рейтинге. В список 100 лучших университетов также попали 3 израильских университета. Шведский Каролинский институт на 50-м месте, университет Упсала на 93-м месте. Университет Стокгольма завершает первую сотню. Университет Осло на 83-м месте. Несмотря на наличие денег в университетском деле, достижения Норвегии оказались весьма скромными. Университет Хельсинки поднялся в рейтинге с 99-го места на 94-е. Улучшение позиции университета Хельсинки, учитывая печальную экономическую ситуацию в Финляндии, стало приятной неожиданностью. Ни один российский вуз в сотню лучших не попал. На днях в СМИ появилась скандальная новость. Муниципалитет города Миккеле решил выселить арендаторов из муниципальных домов, чтобы отдать их дома под центр приема беженцев. В этих домах живут малообеспеченные семьи, пенсионеры, одинокие матери. Людей поставили перед фактом. Месяц на сборы и все, чтобы духу вашего здесь не было. Шокированные жильцы спрашивают: а нам куда? В палатки? Чиновники отмахиваются: ищите новое жилье сами. Как это стало возможным? После начала войны на Украине Финляндия срочно открыла новые центры приема беженцев. Условия тендера – минимум 300 мест для стационарного центра. В Миккеле у центра, которым управляет частная компания Луана, было меньше мест. Тогда город пришел на помощь. Выгоняет жильцов, чтобы разместить беженцев. Но как же так? По что город граждан обижает? Бабло побеждает зло. Для муниципалитета Миккеле наличие центра размещения беженцев означает стабильный приток денег в местную экономику. Рисков нет, так как финансирование центра полностью за счет государства. Создается 15 новых рабочих мест. Охрана, уборка, кухня, медуслуги. Контракты для местных поставщиков, налоговые поступления от частной компании-оператора. Для компаний это фантастический бизнес. Фирма Лоуна в 2023 году удвоила прибыль, заработав 690 тысяч евро. А компания Котокунта получила астрономические барыши – 950% прибыли, свыше 9 миллионов евро. Но ситуация меняется, надо спешить. Поток беженцев снижается, центры закрываются, прибыль компаний падает. Эльдорадо иссякает, бизнес и муниципалитеты нервничают. Но пока они могут вздохнуть с облегчением. Встреча на Аляске закончилась предсказуемым ничем. Точнее, по словам Андрея Илларионова, национальным позором США. А значит, бизнес продолжится. Вот уж точно. Кому война, а кому мать родная.
Скандал в Миккеле настолько возмутил общественность, что некоторые политики раскритиковали решение муниципалитета. Министр внутренних дел Мари Рантанен заявила: «Система сломана, если жизнеспособность муниципалитетов зависит от миграционной политики». Министр образования Андерс Адлеркройц предложил вообще закрыть центр размещения беженцев в Миккеле. Но Элина Нурми, представительница Мигри, заявила: «Центр в Миккеле необходим. Ситуация на восточной границе требует наличия определенного количества стационарных центров. К нам продолжают приезжать, например, украинцы с тяжелыми травмами. Тяжело раненые или психологически травмированные люди не справятся в обычных приемных центрах квартирного типа». На данный момент 90% клиентов центра в Миккеле – украинцы. Стационарный центр размещения беженцев устроен по типу общежития. Есть отдельные комнаты или жилые блоки, общие кухни и душевые. Там круглосуточно дежурит персонал. Есть медицинский персонал, социальные работники, психологи. Там можно организовать обучение детей, дневной уход за детьми и психологическую поддержку. То есть стационарный центр – это комплекс для поддержки уязвимых категорий беженцев. Президент Александр Ступ неожиданно заявил в июле, что в Финляндии нужно признать Палестину, и он подпишет соответствующий документ, если правительство его представит. Заявление застало кабинет врасплох. Истинные финны, христианские демократы и часть коалиционной партии встретили его с раздражением. Шведская народная партия высказалась в поддержку. Премьер Петри Орпо подчеркнул, что правительство пока не готовит предложение, поскольку условия для признания не выполнены. Тем временем министр обороны Анtti Häkkänen сообщил, что ситуация в Газе не повлияет на военное сотрудничество с Израилем. По его словам, Финляндия уже много лет почти не экспортирует оружие в эту страну, а основные контракты касаются закупок для финской армии, включая критически важную систему ПВО «Проща Давида». От сделки Финляндия не откажется. Дискуссия о признании Палестины продолжается, но курс на оборонные контракты с Израилем остается неизменным. Пока ведутся дискуссии о признании Палестины, Управление по делам миграции Финляндии Мигри действует. Они выпустили свежую инструкцию, согласно которой все жители Газы могут претендовать на статус беженца в Финляндии. Это касается всех прибывающих из Газы. В инструкции говорится, что жители региона имеют обоснованные причины опасаться за свою жизнь из-за преследования со стороны Израиля. Финляндия теперь готова предоставить убежище всем, кто бежит из Газы, признавая их ситуацию критической и угрожающей жизни. В свежем опросе телекомпании Yle политический ландшафт Финляндии сохранил привычную расстановку сил, но цифры внутри заметно сдвинулись. Лидируют социал-демократы. У них 24,7% поддержки. СДП уже в четвертый раз держится в районе 25%, что говорит о стабильности их электората. У коалиции Kokoomus зафиксирован заметный спад. Поддержка опустилась до 19,1%. Это худший показатель в этом году. Необычно, но часть их сторонников ушла не к конкурентам, а в неопределившиеся. Падение рейтинга совпало с горячими дебатами о признании Палестины, что, возможно, повлияло на настроение избирателей. На фоне ослабления коалиции выросла центристская партия. Ее результат – 15,1%. Причем рост пришел не из сельских регионов, а из городов за счет бывших избирателей коалиции и части сторонников истинных финнов. Перуссо омолажат истинные финны продолжают постепенный подъем после июньского минимума в 10,8%. Сейчас у них 12,3%, но до прежних 15% пока далеко. Осенние бюджетные споры и дискуссии о мерах экономии могут вновь повлиять на их позиции. Левый союз Vasemmisto Liitto укрепился до 10,1%. Зеленые прибавили ровно процент, вернувшись к 8,6%. РКП практически без изменений – 3,9%, а у христианских демократов снижение до 3,5%.
В целом правительство Петери Орпа имеет сейчас минимальный уровень популярности за весь срок нынешней каденции. Во вторник, 19 августа, в 16:00 намечен демонстрационный полет истребителя «Хорнет» над Хельсинки, над островом Санта-Хамина. Истребитель будет заходить с юга и после пролета уйдет в южном направлении. Финский ВВС предупреждает, что состоится ли полет, зависит от погодных условий, а детали маршрута могут измениться. Добавляем даты в свой календарь и дай нам Бог увидеть только демонстрационные полеты военных самолетов. Ну а на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и до новых встреч.